Всем привет, вы на канале Компьютерапия, и сегодня в этом видео я покажу вам, как сделать простенькое обучающее приложение для отображения аккордов для гитары на вашем мобильном устройстве. Не так давно я решил заняться изучением игры на гитаре, и если в траве сидел кузнечик и игрой квинтами все более-менее пока идет нормально, то запоминание аккордов пока происходит сложно. Я решил пойти своим путем и набросать небольшое Android-приложение, которое будет показывать картинки с примерами аккордов в случайном порядке. Так будет выглядеть оно на телефоне. Просто запускаете, делаете клик по экрану. Я, допустим, сижу с гитарой, повторяю увиденное на картинке, ставлю пальцы на те лады и струны, и можно пробовать играть. В общем, задумка такая. На просторах интернета я нашел вот такую картинку с аккордами. Далее в графическом редакторе можно использовать любой, хоть Photoshop, хоть Paint. Я повырезал от нее вот эти части. У меня получилась 21 картинка. Если вы будете пытаться повторить подобный пример, как у меня в вашем случае, это могут быть не аккорды, а, к примеру, скриншоты какие-то, картинки из мультфильмов, которые можно добавить в приложение, ну и, соответственно, показывать детям. Пусть смотрят, пусть клацают, пусть думают, что это мультик. Создадим наш проект, запустив Android Studio. После обновления у меня на заставке появилась вот такая вот лисичка, чем-то напоминает Firefox. Создадим новый проект, Empty Activity, назовем проект Accords, аккорды. Интересно, что в этой версии изменился шрифт, он стал крупнее, я надеюсь, всем все будет видно. И вот через некоторое время, после всех моих обновлений и синхронизаций, наконец-то создался новый проект. Перейдем, скажем так, в графическую часть приложения. Нам нужно будет заменить надпись Text View на изображение Image View. В принципе, мы можем переделать Text View в Image View для отображения картинок, изображений, которые мы поместим в папку Drawable. Предлагаю попробовать вариант «Удалим Text View». Через код удалить его гораздо проще. Нам нужно будет сюда добавить Image View. Вот мне не совсем ясна мысль, что я должен вот здесь делать. Совсем эта идея мне не нравится. Не выбрав источник и нажав ОК, Image View в активность не добавляется. Я не понимаю, зачем так сделано. Добавляем, так уж и быть. Пусть будет Avatars. Уберем вот эту запись, она 300 лет тут не надо. Так, Android ID у нас есть, это хорошо. У нас высоту и ширину установим не в wrap content, а на всю катушку Match Parent. Эти строки можно вообще убрать, они тут по большому счету не нужны. Картинка у нас будет во всю ширину экрана. Для масштабирования еще добавим здесь один параметр Android Scale Tape Fit Center. Так, теперь нам нужно будет добавить сюда изображение. Я приготовил картинки. Вы помните, я ранее показывал, как порезал, так порезал. Поэтому тут не обессудьте. Как говорится, делал для себя. Тут часть картинок со смещением получилась относительно других. Нарезать можно в чем угодно, хоть в Paint. Но хочу обратить ваше внимание на то, что в именах файлов не должны использоваться большие буквы. По крайней мере, первая буква имени файла должна быть маленькая. И нам теперь нужно будет получить список всех файлов, так как мы будем использовать его в массиве. Давайте добавим изображение сюда в папку, но не перемещением, а копированием. Перетащим файлы с нажатым Ctrl. 21 картинка добавлена в папку Drawable. В исходной папке у нас картинки остались. Сейчас давайте в коде напишем пару переменных. Объявим их до onCreate. Тип ImageView, переменная ImageView. Тип Random, переменная R. И массив. Тип Integer с именем Images. В него мы поместим название наших картинок. В onCreate напишем ImageView равно FintViewById в скобках r.id.ImageView и r равно newRandom. Ниже у нас пойдет обработчик нажатий на изображение. Нам нужно будет в этот массив вставить значение типа r.drawable. И имя файла изображения без расширения, обозначающего конкретную ноту. А чтобы не делать это все вручную, в таком вот виде, я покажу, как быстро получить список файлов. Не через консоль или иным способом, очень даже быстро. Мы копируем путь к папке с изображениями, открываем любой браузер, например Chrome, и вставляем сюда наш путь. И вот мы получили список файлов. Снизу вверх мы копируем весь текст. Открываем Excel, делаем специальная вставка, прошу прощения, можно попробовать. Так вот. Так, не так, одну секунду. Вот так. Текст в кодировке Unicode. Избавляемся от лишнего.
Добавляем несколько пустых столбцов, нажав Ctrl+. Нужно избавиться от расширения файлов. Выделяем его, копируем .jpeg, нажимаем горячую клавишу Ctrl-H, найти и заменить. Вставляем сюда JPEG с точкой, заменить оставляем пусто. Заменяем. Получили в итоге такой перечень или список наших файлов. Теперь нам нужно будет объединить часть r.drawable. Ставим ее сюда, скопируем или протащим. Какой-то цвет текста получился мрачноватый, темноватый. JetBrains Mono, стиль шрифта. Объединим с названием файлов. В соседней ячейке нужна будет запятая. Протянем запятую. Я думаю, что это быстрее будет, чем писать вручную все эти записи в массив. Тем более, что у вас их может быть не 21, а может быть 121. Запятую поставили везде, кроме последней ячейки. Теперь пишем формулу равно ячейка с текстом r.drawable, символ амперсанд, ячейка с именем файла, снова символ амперсанд и ячейка с запятой. Протягиваем нашу формулу, либо копируем и вставляем. И вот что мы получили. Вот такая вот конструкция. Ее копируем и вставляем в массив вместо вот этого текста. Обязательно кто-то скажет в комментариях, что нужно файлы в ассет закидывать, нужно еще как-то по-другому сделать. Но я показываю простой пример, который работает. И допустить ошибку в нем, это нужно очень постараться. И наконец нам осталось вывести по клику в изображение нашей картинки в случайном порядке. Напишем небольшой обработчик нажатия на Image View. Подтянуть текст, чтобы все было видно. Image View .setOnClickListener. Открываем круглые скобки. New View.OnClickListener. В подсказке текста нажмем на строку с буквой I. И у нас сформировалась заготовка, которая нам любезно предоставлена Android Studio. Пишем далее одну строчку. ImageView.setImageResources. Круглая скобка Images. Квадратную скобку открываем. r.nextInt. Круглую скобку открываем. Images.length. Круглую скобку закрываем. Квадратную скобку закрываем. Круглую скобку закрываем. Точка с запятой. Обращаемся к нашему массиву Images. Не забываем про квадратные скобки. r.int в скобках images.length будет генерировать случайное значение. То есть мы будем при каждом нажатии на Image View нашу картинку вызывать генератор случайного числа, исходя из массива. И это число, которое у нас определено, исходя из этого массива, получаем число массива. И сюда у нас будет присваиваться из того массива одна из этих строк. Либо это, либо это, либо это, либо еще раз вот это. Возможны повторы. Ну что ж, давайте пробовать, что у нас получилось. Посмотрим. При запуске на экране ничего нет. В принципе, при загрузке можно установить картинку с текстом «Нажми меня». Но пока тут белый экран, ничего нет до первого нажатия на экран. В эмуляторе происходит то же самое, что вы видели в начале ролика. Некоторые картинки со смещением. Как нарезал, так нарезал. В качестве прототипа и так сойдет. По клику на экран вызывается картинка с расшифровкой аккорда. На мой взгляд, это удобнее для новичков, чем, допустим, распечатывать это. Все мелкое, смотреть и сбиваться глазами. Я считаю, что в таком виде гораздо удобнее и почти всегда с собой. В принципе, все, что вам осталось, это закинуть приложение на телефон. По этому примеру можно для себя найти различные применения. Дело может не ограничиваться только нотами. Можете что угодно для себя написать. Хоть готовиться к экзаменам, хоть слайд-шоу детям устраивать. Но правда тут смена картинки происходит только по нажатию. Можно доработать приложение, добавить меню с пунктами, вызывать выпадающее меню, и можно запускать слайд-шоу по таймеру, где там через минуту или через полминуты будут меняться все изображения. Есть над чем поработать. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поддержите канал пальцем вверх, напишите комментарий, говорят, что это помогает продвижению канала. И до скорого!